Так как это видео с моим лицом, то я очень смущаюсь от этого факта. Мое тело и лицо зажаты, но это пройдет. С опытом. Также звук гораздо хуже, чем я хотела. Произошли проблемы с диктофоном, сделанные лучше идеального. Hello everyone, my name is Alex, всем привет! Сегодня я снимаю видео знакомства. До этого я не показала свое лицо, потому что я чувствовала себя уязвимой. Я была не уверена в себе. Сейчас я чуть-чуть более уверена в себе, поэтому я решила, что хочу с вами познакомиться уже лично. Если вы хотите что-то узнать определенное обо мне, о моей жизни, то можете смотреть по тайм-кодам. Ну что, начнем? Let's go! Как тебя зовут? Сколько лет? Где учишься? Меня зовут Александра, фамилия Плесецкая и отчество Сергеевна. Ну, это мое сценическое имя, но надеюсь, что совсем скоро оно станет настоящим. Я родилась 18 августа 2006 года. Сейчас, на данный момент, мне 17 лет. Я закончила школу 11 классов, уже сдала ЕГЭ и жду результатов. Совсем скоро мне предстоит поступление в ВУЗ. Надеюсь, что я смогу поступить, куда я хочу. Кто ты по национальности? Где живешь? По национальности я русская, украинка и полька. Совсем недавно узнала об этом от своего отца. Оказывается, я полячка. Я живу в небольшом городе в России, недалеко от Краснодара. Твой МБТ? По типу личности я посредник и стратег. Думаю, что эти оба типа личности описывают меня. Твой любимый цвет? Мой любимый цвет на данный момент это белый и фиолетовый. Вообще это зависит от моего настроения, а так обычно я говорю, что мой любимый цвет это радуга, потому что каждый цвет может что-то сказать о человеке. Твой любимый продукт? Мой любимый продукт? Сейчас бы я съела бы питахаю, драконий фрукт или манго. Совсем недавно, кстати, попробовала, очень вкусно, мне понравилось. А еще я люблю молочный шоколад. Baby Fox, боже. Это самый любимый мой шоколад. А так, люблю картошку. Картошка, она совсем хороша. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Как бы ты описала свой стиль? Свой стиль я бы описала бы милым. Думаю, что я соответствую вот этому стилю. Я просто не могу это, боюсь сделать ошибку. А так, я люблю всякие платья, завязочки, что-то белое. Иногда я вообще не заморачиваюсь, просто одеваю что-то спортивное или просто оверсайз. Но вообще я люблю платья, юбки, всякое такое вот, топы и завязки, как я уже сказала. Что тебя побудило начать вести YouTube? Другие блогеры. С самого начала, когда только YouTube появился в России, я начала интересоваться этой платформой, и я начала снимать свои видео. Сначала у меня был один канал, где я снимала разные видео, влоги и сериалы с фигурками My Little Pet Shop. Да. На самом деле я очень рада, что я не стала популярна в те годы, потому что мне было лет 10, и из этого бы ничего хорошего бы не получилось. Это уже мой 4-й канал, на который я пробую снимать. До этого на нем были выложены какие-то видео, но они все удалены. Насовсем. Как ты относишься к людям? Какие твои предпочтения в людях? К этим людям я отношусь уважительно, но когда они нарушают мои личные границы, то я начинаю к ним неуважительно относиться и, в принципе, забивать на их мнение и тому подобное. Мое лицо, оно как бы всегда очень недовольно выглядит. И когда ко мне люди подходят, и я начинаю «О, привет!», все сразу говорят, что думают, что я стерва. Вот. Поэтому думаю, что если рядом со мной будет человек, который мне неприятен, то я думаю, что мое лицо обязательно даст об этом вам знать. Мне нравятся искренние, добрые и гуманные люди. Думаю, что гуманность может спасти этот мир. Я в это верю. Именно поэтому я стараюсь как-либо помогать другим людям, даже незнакомцев, и не считаю это чем-то плохим или странным. Это, наоборот, очень хорошо. Если говорить про внешние данные, то мне будет достаточно, чтобы человек просто выглядел ухоженно и вкусно от него пахло, благоухало. Этого будет вполне достаточно, чтобы мне понравиться. Твое хобби? Мои хобби, ну, я немного рисую. На самом деле я закончила художественную школу 4 года. Но я 2 раза была в подготовительной группе. И я, получается, всего
проучилась в художке 6 лет. С 15 лет я начала ходить на уроки вокала, эстрадного вокала, и мне это очень сильно нравится. Уже будет 2-й год, как я хожу к этой преподавательнице, и совсем скоро у меня будет, кстати, сольное выступление. Совсем недавно, ну как недавно, год назад я познакомилась с девочкой, которая занимается народным вокалом, и после этого я поняла, что я боюсь народников. Эти люди, они очень быстро заводятся с какой-либо музыки и начинают сразу же петь. И причем не просто петь, а петь громко, звонко, пугая этим меня, потому что я очень тихий человек. Поговорив с другими людьми, которые тоже занимаются эстрадным вокалом, я поняла, что все эстрадники боятся народников. Мне нравится делать какие-либо фотографии с природой, но я думаю, что это делает каждый. С 10 класса я начала ходить в молодежный центр волонтерства. Я стала волонтером уже, получается, как 2 года тоже. Ну, почти. Или год. Уже, получается, как год с чем-то будет, как я волонтер. У меня отработано около 140 часов, кстати. Думаю, что это достаточно много, не знаю. Но за год, наверное, много. Быть волонтером — это очень увлекательно. В волонтерстве мы занимаемся какими-то творческими проектами в основном, но также мы и действительно помогаем людям. Недавно у нас был мастер-класс по бисероплетению. Это одна из моих работ. Это браслетик со звездочкой. Вот. Также после этого мастер-класса я поняла, что бисер — это достаточно прикольно, и я сделала около 5 украшений за несколько дней, если не больше. Вообще, в принципе, мне очень сильно нравится делать что-то либо своими руками и что-то связанное с творчеством. В своем подростковом периоде, в своей панк-эре, я начала заниматься гитарой. Я играла года 3. Но сейчас я уже не играла года 2, и я почти все забыла. Я недавно брала в руки гитару, и я поняла, что мои пальцы забыли аккорды. Ну, в плане, мой мозг, он забыл аккорды, а пальцы, они еще более-менее помнят, как стоят аккорды, баре. Но я не так хороша в этом, как хотела бы. Думаю, что я бы хотела возобновить свои уроки гитары, потому что это действительно классно. Вообще, в целом, я бы хотела заниматься музыкой. Как раз вот занялась пением. Думаю, что в будущем можно будет ждать от меня каких-то музыкального продвижения. Следите за этим. Также мне нравилось делать мейкап. В период своей неуверенности использовала очень мало косметики, но для видео я решила более-менее накраситься. Стихи. Я это выкладываю в свой публичный телеграм-канал, свой личный. Ссылочка. Также я пробовала писать разные книги и рассказы, но это очень сложно, поэтому я решила оставить это на будущее, может быть. Есть ли вещи, которые ты бы хотела сделать? Есть достаточно много вещей, которые я бы хотела сделать в своей жизни. Например, это выступить на большой сцене, проехаться верхом на лошадях. Также я бы хотела прочитать классику. К сожалению, моя мать решила, что покупать книги — это дорого. Но в библиотеках я не сильно хочу брать книги, потому что они полапаны многими людьми. И в целом, если ты будешь покупать книги, то ты будешь поддерживать автора, что, мне кажется, достаточно крутым. Также я бы хотела побывать за границей. Я ни разу не была за границей. Даже в России я была только в Краснодаре и в Новороссийске. Это единственное. Еще я была в Анапе, но я там была чисто в лагере. И я не успела ничего даже посмотреть. В Новороссийске я прогуливалась немного, но тогда мне было лет 10. Я была со своей старшей двоюродной сестрой, и мне не разрешали гулять одной. По Краснодару я была чисто для того, чтобы проехаться к торговому центру и обратно. Поэтому я в целом не была там.
Я бы хотела помогать денежно животным и другим людям, которые нуждаются в этом. Но, к сожалению, сейчас у меня нету возможности на это, но надеюсь, что в будущем она обязательно появится, и я буду делать регулярные пожертвования. Также я бы хотела уметь играть на разных музыкальных инструментах, но сейчас у меня нет на это времени. На самом деле есть еще гораздо больше вещей, которые я бы хотела сделать в своей жизни, но это те вещи, которые я вспомнила за короткое время. Твой любимый мем? Мой любимый мем, самый мой любимый мем, это с черным котом, который случайно обмакнулся в молоко, и он очень недовольный. А я обожаю его. Также я недавно вспоминала собаку, которая наглоталась в болото, ну и... Oh my goodness, you alright? Любимая музыка? Сейчас я слушаю кей-поп в большей части. Моя любимая группа — это Twice. В основном я слушаю женские группы, но у меня есть одна единственная любимая мужская группа, в которой мне нравится вся дискография. Но я не скажу вам ее название, потому что я буду ревновать. В своей панк-эре я слушала панк-рок, металл, рок, все его виды. Где тебя можно найти? К каждому видео я в описании оставляю ссылки на себя. Там входит 2 телеграм-канала. Первый, он посвящен только моему каналу. В этом канале публикуется время, когда у меня будет выходить видео, и сами видео. Во втором канале я публикую всякую всячину. Мои стихи как раз таки и просто какие-то мои мысли. Также я веду китайскую соцсеть под названием My Little Red Book. У меня там, даже сейчас посмотрю, сколько у меня там подписчиков. Это соцсеть, что-то по типу Нельзяграмма, только китайская соцсеть. На момент съемки этого видео у меня 257 подписчиков и 657 лайков. У меня есть 2 поста, которые залетели на 300-400 просмотров. В основном мои фотографии или видео залетают на как минимум 100 просмотров, а то и выше. Самый популярный мой пост, он имеет 3102 просмотра и 227 лайков. Думаю, что это достаточно большая цифра. Составленные мною вопросы закончились, поэтому я хочу с вами попрощаться, но не навсегда, а на эту неделю. Всем добра и бобра. С вами была Алекс. С любовью от Алекс. Всем пока. Yes! Господи. Вот теперь все.